Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Мы из Украины. После назначения директором центра Довженко-кинолога интернет разбурлился и предлагаются следующие назначения на должности в министерствах. Министром образования назначить преобразователь. Подойдет любой. Министром охраны здоровья – охранника. Министром регионального развития – регионала. Министром цифровой трансформации – цифровой трансформатор. Начальником консерватории кого поставить? Правильно. Министром культуры необходимо назначить любого культуриста. Министром социальной политики – подходящего социалиста. Министром экономики можно назначить знающую экономку, пусть экономить себе, но вот кого назначить на должность министра здравоохранения и министра внутренних дел? У вас есть варианты? Особо мне интересны варианты для внутренних дел. А вообще, этот балаган имеет какие-то границы, как думаете? Вот не буду называть фамилии, бо начасишь, не нужно раскачивать, но смотрите, какая мысль меня грызет. Есть один деятель-видосник, который постоянно нам заявляет, что если бы партнеры не тянули, если бы они сразу нам дали побольше, если бы они нам насыпали денег и закрыли бы нам небо, и открыли бы нам доступ к своим банковским счетам, то мы бы... Мне интересно вот что. Услышим ли мы от него когда-нибудь что-нибудь в таком духе? Если бы я и моя монокоманда не ковырялись бы в носу все 3 года, не гонялись бы за призраком Порошенко, если бы мы, моя монокоманда, не потратили бы вагоны денег налогоплательщиков на асфальт, а поступили бы мудро, как мудрые правители, и развивали бы те программы, которые были начаты нашими предшественниками, то мы бы могли сами закрыть себе небо и отразить любые атаки на суше, на море и на земле. Но вместо этого мы искали пути вернуть бабушке награбленное и себе заработать, чтобы стать долларовыми миллиардерами. Поэтому теперь мы делаем вид, что мы крутые, носим зеленые футболки и поносим наших партнеров. А могли бы... Услышим, как думаете? Я думаю, что не услышим по одной простой причине. На индексацию пенсии, которая по закону, принятому при Порошенко, должна проводиться каждые полгода, бонефтики денег нашли аж 0 гривен 0 копеек. Зато нашли деньги на единый марафон. 1,4 миллиарда или 3,8 миллиона в день или 160 тысяч гривен в час. А зачем вам знать про то, что пенсии не будут проиндексированы? Вам нужно знать только то, что тот, фамилию которого называть на начасе, молодец, записал новый гундосик, а его корефан стырил новый внедорожник, который прислали для нужд ЗСУ, а когда факт открылся, в оправдание привел довод: так он же не бронированный. Мои же вы, бубочки, вы даже не знаете, на чем ездят на нуле? Вы наверняка уверены, что там используются только космолеты с энергетическими щитами из «Звездных войн». Да, мои зелененькие, просто факт. На сегодняшний день мы с вами собрали чуть больше 60 тысяч гривен на пикап для наших хлопцев, а стоит нужный пикап порядком 300 тысяч, и бронирование там не подразумевается в принципе. Найти бы машину за вменяемые деньги в хорошем качестве и чтоб хватило донатов потом на ремонт, потому что новая машина стоит абсолютно космических бабосов. А вывозить раненых из болотистых лесов надо. Но вопи о том не ведают. Им некогда. Им экономку для экономики необходимо срочно найти. И как можно активнее дурить людям головы, чтоб не задавали ненужных вопросов, чтоб не спрашивали, кто организовывает и курирует махинации с гуманитаркой. Кто позволил и помогал продавать в РФУ вертолетные движки? Кто довел доллар до нынешнего курса и как в этом помогли спрятанные данные о реальном курсе на табло в обменниках? Как так получилось, что за 3 десятка яиц скоро можно будет купить квартиру в новострое в столице? В какой столице? Да в любой. Или, может быть, сразу после перемоги величайший лидер выйдет с роликом на ютубе и скажет: «Я виноват, я муха-жук, я не хочу на 2-й срок, я сдаю бабушку американской Фемиде и все расскажу про своих подельников, простите, был неправ и перевозбужден».
Вот проскочило сообщение, что Украина сейчас теряет 7 миллиардов в день. Странная цифра. Где-то я ее уже слышал. Не напомните, где? Что с фантазией? Но у меня опять же вопрос к телемарафонщикам. 7 миллиардов чего Украина теряет в день? Гривен, рублей? Это чистый доход? От какого объема оборота этот доход? Или это оборот? Если это сумма оборотных средств, то сколько из них составляет доход? И какие отрасли экономики теряют больше всего? Или 7 миллиардов – это сумма налогов, потерянных из гипотетического дохода с оборотных средств? Почему нам все время не договаривают? Зачем? Когда мне не договаривают, я начинаю сомневаться в том, а за кого меня вообще держат, ибо чую подвох и ищу его, и нахожу, что любопытно. И вот еще. Ладно, Украина теряет 7 миллиардов. Давайте для чистоты эксперимента представим, что это потерянный доход казны, то есть сумма несобранных налогов. Сколько в таком случае потерял лично я, лично Мария Петровна из соседнего подъезда? Сколько потерял лично Бубочка и его моносброд? И почему же тогда, раз у нас в бюджете такая дырища, на телемарафон все же выделили почти 1,5 миллиарда? И еще. А почему тот, кого нельзя называть, оперирует данными сайтов из зоны РУ? Или это они просто копипастили эту новость? Тогда почему их данные в поиске в Украине на первом месте? Почему не первоисточник, то есть АПА? И вот еще. А что сделано нынешними кураторами экономики? Ну, пока не поставлена руководить экономикой любая экономка, должен же кто-то руководить, верно? Что сделано для того, чтобы организовать работу предприятий? Может быть, уменьшены очереди на таможне из фур? Вы не слышали? Я нет. Может быть, уменьшено налоговое давление на предприятия? Я не слышал. Может быть, упрощено получение кредитов? Покупка оборудования, поставки сырья, материалов? Может быть, оказывается помощь в переносе предприятий за границу? Нет? А что так? Может быть, налаживается работа хотя бы оборонных предприятий? Нет? Совсем нет? А что тогда? Ах да, я забыл, конечно же. Телемарафон же работает, и каждый день записываются гундосики. Экономика как-то сама разберется, как ей работает. Зачем влезать туда? Не, люди, скажите мне, я же ничего не путаю или перекручиваю таки что-то. Может, вы слышали о каких-то полезных инициативах монокоманды, и я просто зазря нагнетаю? Вы спросите меня, и будете правы. Как же в такой ситуации я продолжаю верить в нашу перемогу? Продолжаю собирать донаты и помогать ЗСУ. Я вам скажу как. Я верю в нас. Только в нас и в наши силы. Пока я дышу, я буду делать то, что делаю, а дышать мне помогают ЗСУ. Потому что как только прекратилась уверенная подача электричества, народ стал тариться газовыми баллонами не только для ЗСУ, но и для себя. Выяснилось, что это весьма удобная штука в быту. Потому что люди начали брать старые бесперебойники и переделывать их под новые, заставляя работать сервера, перебрасывая Wi-Fi со своих мобилок к соседям. Потому что вместо троллейбусов стали запускать автобусы, да их меньше, но они есть, и они ездят. Потому что недозвонившийся покупателю курьер стоит под подъездом и ищет возможность отдать привезенный товар вопреки тому, что связи нет во всем районе от слова «никакой» ни у кого. Потому что кафешки обзавелись генераторами и дают электричество соседям и позволяют заряжать у них мобилки бесплатно. Потому что у котов под подъездом по-прежнему стоит в миске корм и свежая вода, и даже у голубей накрошено хлеба на канализационном люке. Потому что никто не сможет нам помешать спеть и станцевать на обломках Кремля. Ни Путин, ни тот, фамилию кого называть вообще не на часі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тичніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.